Добрый вечер, друзья! Закончилась лыжная гонка на 15 километров с раздельного старта у мужчин, в которой с довольно неплохим преимуществом одержал победу норвежский лыжник Йоханнес Клеба. Надо отдать должное норвежцу, который со старта неплохо рванул, что в итоге вылилось в 15 секунд преимущества на финише перед нашим Алексеем Червоткиным. Алексей провел прекрасную гонку, отлично разложился по дистанции, прилично пройдя заключительную часть, где он смог неплохо оторваться от Ива Нисканена и Эмила Иверсена. Ну а что же Большунов? Александр начал гонку не столь впечатляюще, как Клеба, но шел в своем ритме, что позволяло ему удерживаться в пятерке на протяжении всей дистанции. Когда же за несколько километров до финиша до идущего третьим Иверсена было 4,5 секунды проигрыша, то он включил свой мощный финишный спурт и отыграл у норвежца почти 6 секунд, отдав таким образом должок за вчерашний спринт. Напомню, Иверсен не дал Большунову стать бронзовым призером в спринтерской дисциплине, опередив его на 1,5 секунды. Вообще же все наши провели замечательную гонку, в десятку заехали 5 наших лыжников. Помимо Червоткина и Большунова это Илья Семиков, Евгений Белов и Илья Порошкин. Совсем близко от десятки расположились Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Ермил Вакуев. 8 лыжников в двадцатке, 5 в десятке – очень достойный результат. Перед стартом завтрашней гонки преследование свободным стилем Клеба, который будет выступать в ней в желтой майке лидера, будет иметь гандикап перед Большуновым в 26 секунд. Но что такое 26 секунд для Сани, который с группой лыжников наверняка достанут беглеца уже через несколько километров, так как, понятное дело, в одиночку идти всегда тяжело. Так нам, думаю, доведется увидеть, как Клеба будет рюкзачить по дистанции. Но это уже завтра, и это будет совсем другая история. Одно стало сегодня понятно, что Клеба хорош не только в спринте, но и в классических разделках. Все-таки 18 секунд отрыва от Большунова и 22 от Нисканена, признанных королей классики, это довольно прилично. Но первый тур все-таки тяготеет к мини-спринтуру, поэтому не будем слишком заострять на нем внимание. Тем более трасса с рельефом как будто специально сделана под Клеба, учитывая множество коротких и резких подъемов. Вообще же борьба за большой хрустальный глобус по итогам лыжного сезона 2020-2021 годов обещает быть невероятно интересной. На эстафету у наших, как всегда, набирается на 2 полные команды, тем интереснее будет узнать, на кого падет выбор тренеров. У женщин на десятке классикой ожидаемо первенствовала норвежка Тереза Яхаук. За 2 шведками Фридой Карлсон и Эббой Андерсон, замкнувшими тройку призеров, расположились наши Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Причем Сорина остановилась от бронзы всего в 0,1 секунды. Тренер Юрий Бородавка остался очень доволен выступлением наших девушек, учитывая, что Сорина выступает после рождения ребенка. Как всегда, ждем большего от Юлии Ступак, до замужества Белоруковой, Яны Кирпиченко и Алисы Жамбаловой. На этом с вами прощаюсь. Будем, как всегда, внимательно следить за выступлениями нашей лыжной дружины в этом сезоне на Кубке мира. Подписывайтесь на мой канал, и вы не останетесь без свежих новостей. С уважением, Ренат.